Так, друг, сегодня тебе везет. Багажник битком. Ты едешь по-барски. Залетай. Месси, ап. Молодец. Хвост. Нос и ждите меня. Машуля нас везет домой. Да, Месси? Набрали целый багажник. Ха-ха. Пришлось Мыське тут ехать. Ну, зато мы можем сейчас голову в окошко повысовывать. Что тоже замечательно. Мысюнь, дай? Мысь? Ага. Нос торчит? Масян, улыбнись. Улыбнись, зайка. Скажи, дядя Мяу. Как мы тут с тобой едем красиво? О, а в песенке поется о том, как мы живем. Тра-та-та, мы везем с собой кота. Ну вот скажи, с Маськой вообще не обижаемся. Нас трясут, а мы... А мы хоть бы что, а мы молчим. Ну вот да, окошко. И все. И красота. Да? Скажи, дядя Мяу. Он же с тобой уже второй светофор едет. Скажи мяу. Скажи мяу. Так у тебя Нива. Она не для этого. Она не для быстро. Она чтобы далеко. Ну а пока мы едем домой, ребята, расскажу я вам одну историю, как Мэська ехала у меня на руках. Однажды, не так давно, пригласили нас прокатнуться на лимузине в городе Москва. Вот. Ну, мы, конечно, обрадовались такой возможности покататься, еще и с приятной компанией. Мы сказались также ко мне на руки.
Вот. Ну и настолько мальчишка у нас что-то застеснялся либо дорогого автомобиля, либо неизвестной компании, что он так тихонечко-тихонечко лежал на мне, тихонечко-тихонечко, часа полтора. А потом тихонечко взял и написал мне под попу. Ребят, сижу в чужом лимузине, под задницей лужи, да? Кот делает вид, что вообще ничего не произошло. Мне даже вставать и выходить из лимузина стыдно, но стараюсь так впитать все в себя, чтобы ничего от Масяны не осталось, никаких следов. Улучили с Машей момент, она даже не поняла, что произошло. Мы момент, когда улучили, говорю: Маша, дай скорее мне салфетки. Она говорит: салфеток нет. Говорю: дай тогда Мэйскину пеленку. Благо дело с собой был Мэйскин рюкзак, в нем пеленка была, ну обычно одноразовые пеленки. Тихонечко пеленку подсунул под попу, промокнул все, что было, чтобы никто не заметил. И в мокрых штанах, описанных котом, мы, собственно говоря, потом через всю Москву ехали до отеля. Ну вот, как-то так, какие-то такие ассоциации у меня каждый раз, когда Мэйска едет у меня на руках. Ого! Здравствуйте. Здравствуйте. Ты куда пошел-то? Эй, Давай поснимаем. товарищ, который управляет автомобилем. Мы сегодня тоже надо вот так снимать. Торчащая моська. Это его в зеркало видно, Маш? Да, Твое, да? да. Так, только осторожно. Ни на что не нажимай. Ни на что не нажимай. Иди вон на сиденье. Иди вот на пассажирское. сиденье. Иди на пассажирское. Иди вот сюда. Иди, Маша, иди. Капитан корабля. Дальнего плавания, да. Эй, на буксире! Трави конец! Пошел к тебе туда? Молодой чемодан. Пристегнитесь. Цвет и жопу тут чем есть? Да, садись и пристегивайся давай. Или назад иди. Пойду, говорит, назад. Не хочу пристегиваться. Мысюш, может, пристегнешься еще? Зайка. Маш, превышай скорость, сейчас фотка будет, превышай. Они когда увидят за рулем Пуму, будет прикольно. Держи только с затылка. Кстати, надо будет проехать, посадить его на коленки, проехать через камеру, чтобы она зафиксировала, сфотографировала. Когда фотка придет, вот это будет клево. Ого! Да вы прям как мамзель, вы даже это, лапки на панель, да? Мася, они задние лапы складывают. Они у них ноги называются. Машка, брутально, брутально. Ай-яй! Осторожно! Масюша, ты что там нажимаешь? Кот, Кот! иди назад!
Или здесь садись по-человечески. По-человечески. А, по-человечески, все, легко. Это я легко. Приколист. Как оно, Мэсь? А сзади не комфортнее будет? Я думаю, покомфортнее должно быть. Он искрутился весь, не знает, как ему сесть. Ну пойдем ко мне лучше. Вот и я про то же. Тесно тут у вас. Куда удобней? Ну пролезай. Иди, жопу. Ты че, и там киль свой оставил? Корму заноси. Давай, 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 давай. Молодец. С папой, скажи, поеду. Сзади комфортнее, сзади диваны длиннее. Ну что, обычная российская дорога. Чего только не увидишь в российской глубинке, да? Порулить хочешь, да? Мася, тебе нельзя. У тебя прав нет. Че ты носом там нажал? Ну, тогда я буду музыку включать.